Всем большой привет! Как вы поняли из названия, сегодня я буду подводить некие итоги моей прошлой работы, эксперимента с искусственной вощиной. Вы видите на экране, сейчас покажу вторую, два вида шаблонов или матриц, которые я изготовил в прошлом году. И при помощи вот этих вот матриц я делал самодельную вощину. Эта вощина была поставлена в улье. Ну, соответственно, сначала на рамке она была навощена. В течение сезона я показывал предварительные результаты, скажем так. Они были очень хорошими. У меня в эксперименте участвовала вощина заводского производства, катанная или литая. И также самодельная вощина, которую я делал, еще раз повторю, при помощи обычной матрицы, накатывая валиком воск. И второй вид вощины я наливал воск на нижнюю матрицу и второй матрицей сверху прикатывал. Как показали результаты, пчелам вот своя вощина валиком. Это была моя поздняя постановка. Пчелам абсолютно все равно, какая это вощина, валиком, либо вот была тоже вощина. Вот опять же то, что я делал валиком. Ну, большинство, подавляющее большинство вощины осталось у меня на зиму в улье. И также в эксперименте, это такое маленькое отступление, я экспериментировал с вощиной искусственной одной из российских фирм. Я наносил, как вот здесь написано, и кистью, и валиком, кисть и валик. То есть с этой стороны валиком я наносил воск, с этой кистью. То есть по большому счету отстроили, что с одной, что с другой стороны. Здесь я сделал то же самое. С одной стороны отстроили, с другой непонятно что. То есть из этого я могу сделать вывод, что для того, чтобы пчелы отстраивали вощину, нужно два фактора. Первое – это обильный медосбор, либо подкормка, стимуляция. И второе – наличие пчелы, способной строить эту вощину, у которых есть на это все данные. От того, какой это будет вощина, литая, катанная или самодельная, с двухсторонним оттиском, либо с односторонним оттиском, нету никакой разницы абсолютно. Это я проверил в течение сезона. Но я, как уже говорил ранее, взял курс на то, чтобы делать вощину самостоятельно, то есть сделать полный замкнутый цикл у себя на своей мини-пасеке. Поэтому я хочу изготовить еще несколько матриц. Почему я буду это делать? Во-первых, опять же вернусь сейчас к своим рамкам. Я делал вощину и, собственно говоря, делал матрицу, которая была шириной 13,5 сантиметров. То есть, по большому счету, она входит полностью вот в эту рамку. И все замечательно. Плюс к тому, в рамке есть у меня прорезь. Я ее вставляю, креплю, и достаточно двух проволочин. Но ввиду того, что матрица достаточно тонкая, она обрывалась. Мне приходилось подрезать немножко вощину, и у меня вот получалось вот такое вот. То есть оставался небольшой у меня промежуток у рамок, в надежде на то, что пчелы достроят. В некоторых случаях они достраивали вот совершенно замечательно, в некоторых не достраивали. Ввиду того, что я живу на 145 рамке, ну пчелы мои живут на 145 рамке, мне принципиально, чтобы у меня была застроена вся плоскость сота, потому что мы ходили в зимовку, и когда вот так вот рамки располагаются в улье,
И когда получается ситуация, что они не достроили, то есть им приходится переходить достаточно большое расстояние, которое они могут не преодолеть, если будет очень холодно. Поэтому, во-первых, я решил, что я буду также накатывать валиком, но 15 сантиметров маловато. Хотелось бы чуть больше, хотя бы там 16 сантиметров, чтобы можно было хорошо отрезать, чтобы не выкраивать эти кусочки. Но оказалось, что минимально возможный валик следующего шага это 18 сантиметров. Ну, то, что я смог найти. Поэтому я решил, что я сделаю матрицу, которая будет 17,5 сантиметров. И как раз валик ее будет полностью покрывать в один проход. Также я смогу все спокойненько подровнять, убрать лишнее. Я решил сделать несколько матриц, преследую несколько целей. Опять же, когда имеешь одну матрицу, ну даже вот одну плюс такую книжку, приходится накатал и приходится ждать там 1,5-2 минуты, чтобы открепить, воск снять, ну вощину готовую. Погружать в воду, либо смачивать водой, это не вариант, говорю сразу. Поэтому я буду делать саму матрицу, как я уже сказал, 17,5. Для этого я буду использовать, опять же, силикон плотностью, крепостью, не помню, как называется, шор, единицы 40 на платиновой основе. Я сделаю их несколько. Я взял сразу большое полотно. У меня есть 2 литра силикона. И я посмотрю, сейчас замешаю один, посмотрю, насколько мне хватит. И тогда вам скажу точно и размеры, и пропорции. Ну, начнем с того, что я напилил, настрогал, напилил вот такие вот, такую обвязку, это опалубка. Меньшие планки у меня 17,5 должны быть, да, 17,5. Эти, ну, чуть больше, но мне, я сделал шаблон, то есть ширина вощины, она 41 сантиметр у меня, так, который есть у меня. Я сделал уже заготовки вощины, то есть они у меня 17,5 и на полный лист вощины это там 41 сантиметр. Итак, в первую очередь я делаю опалубку. Взял фанеру, не имеет значения. Толстая она будет, тонкая, но я думаю, менее 10 миллиметров точно не надо, чтобы не было никаких изгибов. Либо можно взять даже шестерку, но пробить по контуру, по периметру планочками, чтобы была ровная плоскость. Так, для этого мне понадобится степлер, который я сейчас подключу. Итак, я подключаю степлер. Здесь у меня скобы 13 миллиметров. Ну, здесь ничего сложного нету. Прямая, не прямая у меня здесь, я даже не знаю, есть. Ну, есть прямой угол. Прибиваю первую планку, соответственно, по кромке, по отпилу фанерки. Сейчас скажу про планки. Ширину планки я взял в этот раз 6 миллиметров. Сейчас перепроверю все. Да, 6 миллиметров. Сама толщина вощины, она где-то 2 миллиметра, там может 2,5. Но за счет того, что она имеет волнистую такую структуру, то сама матрица получится около 4 миллиметров. То есть, если предыдущая, которую я делал, она у меня, ну скажем так, была порядка 2,7-3, то это я сделаю немного толще. Так, дальше я, соответственно, они у меня все отторцованы. Под прямым углом прибиваю следующую планку. Дальше беру шаблон, который рассчитан у меня, ну или так вот можно приложить, на всю матрицу. Можно делать прямо по месту, может будет еще лучше. Есть у меня такой лист, сюда поместится 3 матрицы. Все, пока делаю, потом включаюсь. У меня готова опалубка
на первую заливку. Сначала я замешаю 1 литр, посмотрю, насколько это хватит, и исходя из этого сделаю остальное. Так, теперь мне остается сюда поместить вощину. Сама вощина подготовлена у меня. В этот раз я хочу попробовать использовать двухсторонний скотч. В прошлый раз я не использовал его. Вощина и так прекрасно держалась. Можно нанести капельки клея. Но самое главное во всем этом процессе не допустить, чтобы силикон заплыл под саму вощину. Потому что тогда понятно, что вощина всплывет и не будет никакого толка в заливке. Так, снял. Надо, конечно, сначала примерить. Это моя ошибочка. Но я думаю, что они одинаковые. Вот. И вставляю сюда вощинку. Так. Сейчас я буду замешивать саму смолу, чтобы вам было видно. Лучше всего, конечно, использовать тару, у которой ровные стенки и ровное дно, но у меня сейчас, как у настоящего пчеловода, не оказалось 2-литровой емкости. Есть у меня вот такая смола, но не смола, такой силикон. Отличительной особенностью является то, что он 40 единиц шора. То есть он будет достаточно крепкий. При комнатной температуре я достаточно долго держал. Сначала компонент А. В него я добавлю уже традиционный для себя краситель. Его надо чуть-чуть, я, наверное, даже переборщил. Ну, будет очень синий. Пока стекает весь силикон, я подготовлю мешалку. Мешалка у меня традиционная. Это какой-то пруток. На нем стяжки. И все это... Компонент А я перемешал с красителем. И сейчас сюда же отправится компонент Б. Теперь возьму плоскую палочку и хорошо тоже еще помешаю. Пройдусь по стенкам, потому что здесь может быть не перемешанные компоненты. Хорошо пройдусь по дну. Не стоит спешить заливать, как пишет производитель. Лучше хорошо все вымешать. Чтобы не лить из большой банки, я перелью, ну, мелкую емкость, скажем так. Так, и здесь еще раз перемешаю перед заливкой. Итак, заливаю первую часть. В прошлый раз, не помню, показывал я, не показывал. Наверное, когда заливал вторую матрицу. Есть у меня вот такая разделительная смазка специально для этих силиконов. То есть куда попадает смазка, туда, там не крепится силикон. В принципе, я в прошлый раз делал, когда делал одиночную матрицу, я не применял, но для двойной применял, поэтому применю и сейчас.
То есть эта смазка позволит потом снять легко форму назад. Итак, заливаю. Пробная. Так, надо мне шпатель. У меня есть какой-то. И распределяю. Сильно втирать не надо, она пока понять, сколько мне надо. Такой, я же не каждый день занимаюсь. Если, по вашему мнению, делаю что-то не так, не стесняйтесь, кричите, пишите. Но у меня есть внутренняя надежда и убеждение, что литра должно хватить на 3 формы. Ну, посмотрим, как оно пойдет. Ну вот, как видите, залил я все матрицы. Пузырьки воздуха выходят. В силиконе они очень хорошо выходят. Пока на этом заканчиваю. За кадром сделаю еще 3. То есть, как показывает практика, хватает на 3 полные матрицы. Ну, на 3 хватает с натяжкой, поэтому сюда еще немножко надо. Да, сюда я еще долью. Ну, скажем, 2,5 это железно. Поэтому прерываюсь, включусь, когда уже высохнет. Я продолжаю свой рассказ. Прошло порядка 40 часов после того, как я залил все свои опалубки. Всего у меня получилось 5. Вот таким образом они выглядят. Температуру в помещении я поддерживал порядка 25 градусов. Ну, посмотрим, что из этого получится. Значит, что я буду делать? Я надрежу аккуратно. Так, и попробую достать. Но когда я буду доставать, я проверю, застыло ли с обратной стороны. Несмотря на разделитель, в этот раз наоборот прилипло к вощине. Ну, не важно. Так. Скорее всего, из-за того, что по краям затекла вощина, затек силикон под вощину. Но тем не менее. Таким образом вскрываю. Так, отдать это в сторону. Ну, вощину, само собой, эту я выкину. Тут даже разговоров быть не может. Но вот здесь видно, не совсем прилегало, поэтому залилось по краям слегка. Бывает. Тем не менее, вощина, то есть матрица получилась хорошая. Набираю воск. Ну и там, где немножко залилось, получилась двойная такая штучка. Ну вот. Надеюсь, всем хорошо будет видно. Получилась матрица. Очень четкий отпечаток. Меня это радует. Матрица шире, как я уже говорил, чем мне необходимо. Я специально это делал, чтобы я мог накатывать валиком и потом обрезать в нужный мне размер. Но я надеюсь, что также и остальные матрицы у меня получились. Сразу скажу, что не нужно делать никакое армирование в тех силиконах, которые из разряда строительных, санитарных. В них делают армирование с помощью москитной сетки либо какой-то сетки. Этот силикон 40-ка по шору
Он специально предназначен для форм. Не нужно никаких армирующих слоев. Он прекрасно держит. Он не подвергается температурному воздействию. Поэтому лейте смело, без каких-либо сеток. Ну а сейчас я извлеку все остальные матрицы из опалубки. У меня получится 5 матриц. Если говорить о том, если мы не делаем широкие, потому что это можно даже нарутовскую рамку использовать. Я объяснял причины, почему я так сделал. Если делать хотя бы на 1,5 сантиметра уже, при высоте опалубки 6 миллиметров, можно сделать на 1 литр 3 матрицы. Если говорить в полноразмерных 300-е рамки, то это будет 1,5 матрицы. Либо 2 литра готовой смеси, это у вас получится 3 матрицы больших. Но, еще раз говорю, это при высоте опалубки 6 миллиметров. Если вам не нужна, потому что я сделал специально такую широкую, чтобы она долго у меня работала, чтобы с ней было удобнее работать. Ее можно делать чуть меньше, на миллиметр. То есть вы можете сделать еще больше. Все, снимаю все остальное, и в следующем ролике встретимся. Продолжайте смотреть мои ролики, а я буду делать вощину. Всем пока.